Всем доброго утра. Уже раннее утро. Могу вам показать, если интересно. Без 10:06. Я обычно под утро отдыхаю, так что неудивительно. Итак, что касается кладбища и кладбищенской магии, я очень много сняла видеолекций об этом. Поэтому сейчас возвращаться к этому мы не будем постоянно. Я понимаю, что моя миссия в этой жизни, на этой земле, это обучать практиков, это помогать простым людям, объяснить, что к чему и для чего. И поэтому я эту функцию выполняю со всей ответственностью. Пусть другие толдычат всякую хренотень, а я буду учить тому, что вечно останется с вами и поможет вам. Данный ролик для практиков, потому что это очередная серия ритуалов, которые очень сильны и очень опасны. И поэтому их должны делать только практики, которые уже не первый год работают на кладбище. Некромагия это немного отличается от всего остального. Хочу вам сказать, что некромаги очень опасные люди. Они действительно опасные личности, потому что у этих практиков есть доступ ко многим тайнам, и у них есть связь с мертвым миром, поэтому наказание и прочее, то, что они там сотворяют, если есть кому это отправить, очень быстро получается и очень быстро может навредить, здорово навредить тому, кто их трогает. Некромагов не любят и свои же, опасаются, боятся, уважают, но не любят. Не любят, потому что понимают, что им до них очень далеко. Не каждый человек решится ночью на кладбище совершать обряды. Всякую хренотень на кладбище, там ходить, ночевать, снимать, или специально ходить, снимать какие-то детские вещи, это другое. А вот колдовать ночью на кладбище, это не каждый может и не каждый смеет. И те, которые могут это делать, для них уже преград не существует. Итак, первая работа – это на желание. Но желание не просто, знаете, какое-нибудь абсурдное. Это желание, которое просто необходимо, жизненно необходимо. Очень сильное желание, очень необходимое, очень нужное в этот момент, который можно совершить с помощью могилы. Это может делать ведьма для себя, либо для человека, которому это нужно, но сопровождать этого человека на кладбище. Сначала активизировать могилу, попросить помощи, оставить откуп, а потом отойти и попросить человека подойти и сказать свою просьбу теми словами, которыми я сейчас скажу. Но в основном этот ритуал для ведьм, для колдунов, то есть для практиков, практикующих людей, которые давно занимаются магией и имеют доступ к магии кладбища, одним словом, к мертвой силе. Итак, начнем. Значит, вам нужно найти могилу одноименную с собой, желательно.
Нет, это, извиняюсь, путаю все. Фу. Это другой ритуал. В этом ритуале как раз нужно не одноименную. Извиняюсь. Уже под утро немножко устала. Это другой ритуал с одноименной я после скажу, опережая события. Могилу с разными именами. Но пол должен соответствовать. То есть, если для женщины, то это женская могила. То есть, если для вас, то там могила должна быть женская. Имя другое. Запомните, имя другое здесь. Немножко запуталась. Бывает. Могила должна быть свежая. Еще 40 дней не должно пройти. То есть, еще 40 дней нету после смерти. Возраст не очень должен отличаться от вашего возраста. Ну, лет на 10, плюс-минус. Перед тем, как пойти и совершать этот ритуал, у вас 6 дней должен быть пост. То есть 6 дней ничего жирного, ничего мясного есть нельзя. Для того, чтобы ваш организм и ваша энергия была готова к такому ритуалу. Возьмите 40 свечей восковых, черный хлеб, водку. Зажгите 40 свечей, плесните немного водки, поставьте рядом, хлеб поставьте рядом с водкой, то есть положите на землю. Прочитайте 1 раз, отвернитесь и уходите. И желательно долгое время на это кладбище вообще не являться. Итак, стойте, естественно, не возле ног, не у изголовья. Насколько по традиции, да, известно в России, то ставят памятник возле ног. То есть стойте возле памятника, там, где ноги должны быть у покойного. И глядя прямо впереди себя, вот где заканчивается, то есть где должна быть голова ушедшего, говорите. Говорите вполголоса, но чтобы было слышно. О небеса, вы приняли душу покойного через свои вселенские врата. Примите и мою просьбу до себя. Говорите просьбу четко и конкретно. Небо, земля, преисподня. Что спрошено, то исполнено. Заклято. Аминь. Уходите без оглядки. Дома у вас должен быть, то есть уже кисель купленный, который вы разведете с водой, сделаете или сварите сами, как хотите. И блин. Вы должны есть этот блин, запить кисель и сказать: поминаю усопшего такого-то. Имя этого человека запомните, естественно. И за короткое время ваше желание сбудется. Когда ваше желание сбудется, придите на эту могилу, принесите что-нибудь сладкое, принесите хороший коньяк, откройте, плесните на могилу, оставьте, поблагодарите своими словами. Обязательно это сделайте, чтобы потом не быть наказанным. Ваша просьба должна касаться очень необходимых таких моментов, то есть если у вас какая-то опасность в жизни, если у вас просто чуть ли не тюрьма, то есть такая просьба, которая, жизненно необходима. Не злоупотребляйте этим ритуалом. Этот ритуал очень опасный, но очень сильный. Если все сделаете правильно, ничего с вами не случится. Ну а что вы хотели? Некоторые говорят: вот вы там ритуалы какие-то выкладываете, а вдруг кто-нибудь возьмет и сделает. Во-первых, начнем с того, что мир мертвых, вообще мир духов и сущности очень разумен, и поэтому, если абы кто возьмет, сделает, у него не получится ни черта. Во-вторых, его накажут. Не смертельно накажут, но накажут так, что запугают, что он больше к этому не подойдет. И в-третьих, мозги надо иметь. Если сказано для практиков, значит, нечего туда лезть. Если туда лезете,
то не надо никого винить. И в конце концов магия, она и есть без прикрас. А как вы хотели? Вы считаете, что магия это какие-то ритуалы с Богородицей? Но это можете пойти кому-нибудь другому рассказать. Это для лохов рассчитанная магия. Настоящая магия та, которую я показываю. Поэтому здесь нет ничего веселого, радостного. Здесь все опасно, все очень серьезно и все очень ответственно. Пойдемте дальше. Защита. Защита, оберег и очень сильная защита. Она может просто спасти от разорения, от тюрьмы, сумы, от смерти, от очень многого. Но надо делать все правильно. Эту защиту ставится только в четверг. Ни раньше, ни позже. После 6 вечера. Я надеюсь, не нужно напоминать о том, что это мои работы. И я каждый раз не говорю, я думаю, что вы сами понимаете, да. Если будет чья-то, то есть чья-то работа, я обязательно об этом скажу. Итак, купите нож именно в четверг с деревянной рукояткой. Не брать сдачу. Или отдайте столько, сколько стоит, ровно столько. Или не берите сдачу. Сдачу брать нельзя. Значит, нож. После 6 вечера идете, находите могилу с вашим именем. Вот я с этим ритуалом просто перепутала первый ритуал, поэтому. В этом ритуале обязательно именная могила, либо, если нет такой именной могилы, потому что бывает, что редкие имена, то находите безымянную могилу. Значит, далее. Если вы делаете для себя, вы идете и проводите это для себя. Если для человека, называйте имя, год рождения, имя матери этого человека, из какого рода он. Называйте его и от чего вы защищаете. Потому что когда вы делаете для себя, то силы знают, что у вас происходит. Когда вы делаете для другого человека, вы должны указать, от чего вы защищаете этого человека. Итак, взяли нож, нашли могилу. После 6 вечера, желательно заранее, я обычно заранее нахожу, чтобы не искать, не бродить. Подходите к этой могиле. Нужно, значит, воткнуть нож до рукоятки, держа, читать, оставить этот нож и уйти без оглядки. Ничего не нужно не оставлять, ничего не нужно там откупаться, ничего. Вы отдаете свою энергию. Итак, воткнули до рукоятки в могилу, то есть туда прямо. И говорите: земля сырая, могила темная, град мертвый. Вечным сном в тебе спят старые да молодые, добрые да дурные, красивые да кривые. И ты, имя покойного, или безымянный, и ты, покойник, здесь почиваешь, мертвость свою отживаешь. Как тебе не поднять, как тебя не поднять, так мне не помешать, не сурочить, не испортить, долю мою не отнять, порчей не портить, проклятием не извести, в могилу не свести, ни старому, ни молодому, ни бабе, ни мужику, ни первому человеку, ни последнему, ни ведьме, ни колдуну. Тебе, покойник, имя, здесь лежать, меня заменять, заклято. Встаете и уходите, молча, без лишних слов. Все от вас отстанут, все отойдут, эта опасность пройдет стороной. Вне сомнений.
Все эти работы, они основаны на более древних поверьях, древних традициях, заклинаниях. Это не просто с воздуха взятые. Это следование колдовской традиции, которой много тысяч лет. И поэтому все эти работы, которые созданы на основе вот таких вот древних, более древних традиций, они очень рабочие. Очень рабочие, потому что все эти действия, они традиционные в колдовстве, понимаете? Просто есть своя личная работа, есть работа более древняя и так далее. Но это все по законам, по канонам магии. Пойдемте далее. Если вы хотите, чтобы ваш враг был забыт, этот ритуал я назвала врагу на забвение. Чтобы его дело развалилось, все закончилось. Как бы он ни старался, он не поднимется. Куда бы он ни шел, везде наткнется на позор, на отрицание. И его дело вперед не пойдет. В конце концов, он устанет и уйдет вообще в небытие. И это очень сильная работа. Итак, подойдите к могиле. Возьмите землю. Держите в левой ладони эту землю и читайте 6 раз. Посреди поля бранного князь Ливонский лежит. Никто его не помнит, никто не помянет. За упокойную не читает, свечу не ставит, всеми забытый лежит. До страшного суда ждет. Так и ты, враг мой, имя. Всеми забытый будь. Как эта могила забыта, да заброшена, так и ты забудешься народом навеки вечные, заклинаю. С этой землей уходите. На ближайшем перекрестке, после как выйдете из кладбища, посыпьте эту землю и скажите: по всем перекресткам твое богатство и добро раздаю, тебя по миру пускаю. Да будет так. Идите, не оглядываясь. Князь Ливонский фигурирует в некоторых заговорах. Я как-то вам рассказывала, если помните, тайны заговора. Посмотрите и узнайте. Есть определенные сущности, которые веками используются в заговорах и ритуалах. И один из них, князь Ливонский, по поверьям, по легенде, он лежал, и не было у него ни родных, ни близких, чтобы его похоронили. И вот этот образ, то есть одна истина связывается с другой истиной в магии. Это как ключ, это как вам сказать, как определенный догмат. Да? Как солнце встает, так и вот это, чтобы было, и так далее. И вот, когда хотят навести забвение, призывают эту сущность и связывают одну истину с другим, и очень хорошо срабатывает. Это очень сильные и очень опасные работы. Если вы не уверены, не беритесь за это. Но если вы уверены, возьметесь, у вас все сработает. И люди, которых вы принимаете, будут очень довольны вами. Еще раз повторяю, для того, чтобы начать заниматься некромагией, нужен очень большой опыт. А чтобы вот эти ритуалы проводить, нужно хотя бы 5-6 лет иметь опыт некромагии. Раньше не беритесь. Я немного устала, потому что после этих работ, особенно последние цыганские карты, людям кажется, что посмотреть судьбу человека это ничего не стоит особо. Вот так посмотрела и посмотрела. Ну да, может быть, кому-то так кажется. На самом деле это внедрение в биополе человека. Это не менее энергозатратно, чем любой другой ритуал. Так что, дорогие друзья, восстанавливаюсь. Восстанавливаюсь, ничего страшного. Пользуйтесь на здоровье. Всем удачи, а я пошла. Пару часов отдохну. Уже язык заплетается. Всего